Мы встали в 6 утра, чтобы пойти в порядке живой в очередь забирать мою карту по быту. Наш билетик забрал там один помогатор, который стоял в другой очереди. Люди, которые приходят в 6 утра, в 5 утра занимают очередь. Унижение в этом есть. Нифига себе. Такой большой, такой конкретный. Ровно год, прошел, я получила карту по поводу ипотеки. Мы можем отправить в 2 банка. Второй под большим вопросом. Ну вот, hello. На улице 9 утра. Мы еще в это время спали, но мы встали в 6 утра, чтобы пойти в порядке живой в очередь забирать мою карту по быту, которую благополучно забрали. Ура! Ну, мы провели там час 05. Да. Так что это еще успех, я считаю. Вообще успех. Это удача нам повернулась лицом, да. Короче. Ну, если кому-то актуально, то ситуация выглядит так, что есть палатка перед входом. И там из палатки идет 3 очереди. Но нам как раз надо было в 4-ю, которая вообще с другой стороны от входа. Ну, там рядом, но тоже надо пройти посмотреть, чтобы узнать. Потому что 4-я очередь для того, чтобы забрать карту резидента по инным... Сталый повод забрать. И... Ну да, и инные количности, то есть не по работе, а по работе это уже в палатку. Там... И очередь в палатке огромная, там на 3 разделяется. А 4-я, ну мы как раз пришли там за 20 минут до открытия и были в первой десятке. Ну, короче, нам повезло. И в итоге за час забрали. За час забрали. Я, честно говоря, рада просто. Там такая ситуация еще случилась, что наш билетик забрал там один помогатор, который стоял в другой очереди. Ну, мы что сделать? Ну, мы не ругались, ничего, ну уже все забрал, как бы мы не успели забрать. И получается, он отдал наш билетик человеку, который стоял в другой очереди. И, ну, ему не ответили, наверное, на его дела, не знаю, его не приняли, ну, да, скорее всего. Да. И он вышел и отдал нам этот номерок, сказал, это ваш, забирайте. Типа наш номерок по судьбе нам и вернулся. Но я его очень поблагодарила, потому что мог бы даже не возвращать, типа выкинуть и все со злости. Он порешал свои вопросы, без номерка этого нужно. Ну, хороший дядечка. Вот, короче, ну ладно, все, мы наконец-то забрали. Там, минус конечно, проблемы. Там есть некоторая путаница с этими номерами. Там вот, когда охранник, ну, выдают номерки, охранник выходит с пачкой, там по 10 штук обычно раздает всем, кто в первую очередь. И там был какой-то тоже иностранец, но не из наших стран, так сказать. И он прям, ну, наверное, не в ту очередь стал, ну, тоже, может, не разобрался. Там такой мини-скандал был. Ну, это небольшой, да, был. Ну, как невозможно не быть. Он зашел, но, может, он не порешал свои дела в итоге. Ну, короче, там... Ждать заново не стал с конца очереди. Вообще, Пшедышинским вот надо отметить, что очень жалко людей, которые стоят. Ну, мне и себя было, понятно, жалко. Но люди, которые приходят в 6 утра, в 5 утра занимают очередь. Ну, это чуть-чуть такое вот... Ну, унижение в этом есть, что ты должен стоять в жару, без туалета, ребят. Ну вот, стоять просто с 5 до 8, занимать очередь, еще потом окажется, что ты стоишь не в той очереди. Ну, такое, ну, не супер это вот все приятно. Еще и потом зайдешь, с 5 утра ждал, зашел, потом окажется, ты еще не по своему номерку. Ну и, короче, вот это вот все. Почему нельзя онлайн, как в других городах? Ну, скорее всего, когда-нибудь такое будет. Ну, когда? Ну, в общем-то... хотя бы подача сейчас электронная, поэтому... я не представляю, что там было, когда была подача еще тоже через палатку. Там, да и самим работникам сложно. Да. Короче, всех жалко, но все, слава богу. По крайней мере, выглядит так, что реально всем войти, кто пришел, относительно рано. Даже уже после открытия, я думаю, они за час-два, но зайдут. Ну да. Не так плохо. Я надеюсь, что те люди не будут долго ждать, потому что, ну, реально сейчас очень жарко. И, во-вторых, там реально ни воды, ни туалета, ну, ничего нету. Люди, скорее всего, берут отгул, ну, я не знаю, или что-то еще. Ну, короче, это все неудобство. Это не так, как онлайн записался, пришел в свое время и забрал. Тем более забрать карту. Ну, это вообще заняло, наверное, 3 минуты у нас. Ну да, забрать карту. А ладно у нас забрать карту, а у людей, которые там вопросы, ну, не думаю, что на каждый вопрос выделяется по полчаса, Саш. Ну да, ну думаю, по 10 минут. Вот отдельная очередь на информацию. И тоже вдруг у кого-то что-то сложное. Ну да. Ну, кто-то там еще доложить документы, да, занести. Ну, я, короче, тоже так приходила. Ну, в общем-то, все. Все, мы свой уровень прошли, слава богу.
Надо подавать. Да, на надо новую- подавать на новую карту. Дали мне на 3 года. До 3 года, но мы уже будем подавать на сталый побыт, наверное, потому что, слава богу, есть такая возможность. Но хотелось бы, конечно, уже карту по быту, но мне надо сначала сталый побыт пройти и уже, наверное, там жить. Сколько мне надо прожить? Типа 10 лет? Не, ну, Как это 3 выглядит? на сталом. 3 на сталом, и потом на обывательство подаваться. Ну, короче, мне еще дофига и трошки. Ну и все. Так что ставьте лайки, подавайте. Спасибо большое. У нас сейчас большие выходные. Мы решили отметить вот таким интересным каким-то новым мороженым в Кауфланде. Значит, аж 4 выходных впереди. Увидели такое азиатское такое мороженое. Ну, такое в стиле азиатском. Но я посмотрела, вроде как оно сделано... Лям-лям-лям-лям-лям. Из немцев приехало к нам. И чтобы вы понимали, килокалорий на 100 грамм 208. Хорошо, что мы с Сашкой на двоих решили сожрункать, потому что это, конечно, очень много. Я, думала, сейчас увидела, что оно оказывается на палочке. Я думала, оно не на... Сашка кривится, это просто вообще... Не нравится ему это мороженое. Но смотрите, я думала, оно просто на такой подставке надо вот так кусать. Оно, оказывается, тут на палочке. Ну, блин, интересно, обзор мороженого. Такое, кстати, продается только в Кауфланде. И видела в Жабке тоже первый укус. Столько пластика зажили. Ну вот это похоже на корейцев, на кто там, азиатов. Кстати, вроде как больше всего в мире, там они первое число занимают японцы по уживанию пластика. Ты знал? Угу. Реально вкусно. Вот этот шоколад сверху, это не шоколадка, это глазурь беспонтовая, невкусная. А вот само мороженое балдежное. Прошу, пардон. Спробовать. Глазурь ужасная. Глазурь вот, ну, беспонтовая. А вот само мороженое вкусненькое, да? Обычно вот эта глазурь, если белый шоколад, ну, хотя бы типа сгущенка, типа замороженная. А здесь вот видно, что как жир замороженный. Чувствуете, да? Вот виноградный вкус балдежный. Очень редко, когда в сладостях виноградный вкус. Не знаю, я же буду на скидке купить и попробовать. Ну так? Я не повторю. Ну так, один раз типа попробовать, если будет на скидке. А если не будет на скидке, можете даже не пробовать. Мы специально для того, чтобы снять видео, даже убрались тут немножко. Только чупи игрушки оставили. У нас вот такой бардак. Во-первых, у нас были большие выходные. Мы убирались на больших выходных, но потом выходные продолжались, и все потихонечку перекладывалось на вот на это кресло. Поэтому мы снимаем видео, все убрались, и теперь делаем распаковку. Чтобы захламить. Чтобы захламить опять. дальше. Просто я убиралась. Убиралась на балконе и поняла, что нам на балконе... Ну, мы давно это уже, конечно, поняли, но вот когда уже убрались... Уже потеплело. Да, мы точно поняли, что хотелось бы на балкон какое-то кресло, лежать, ну что-то такое, где можно чилить. Садовий шезлонг. Садовий шезлонг. И вот мы его заказали в Читвей. Нет, мы заказали его в пятницу. Сашка, не помнишь? Да. Мы его заказали, значит, в пятницу. Ну, это не важно, какая разница. И вот уже сегодня понедельник, утром мы спим. И тут звонок в 7 утра. Серьезно? Ну, вообще, мне просто сегодня на вторую смену, а Саша и так, и всегда как бы просыпается в 9 с чем-то. А мне, когда на вторую смену, то я просыпаюсь в 10. Ну, там, в зависимости. Ну, где-то около 10. Ну, потому что мы ложимся, блин, в 2 ночи или в 3. Бывает всякое. Поэтому мы так просыпаемся поздно. Ну и он в 7 утра, блин, давай звонить. Курьер, я даже не ожидала. Блин, он прям огромный. Но мы, кстати, подумали и о том, что это нам и в будущем, вот такой шезлонг, пригодится в доме. Ну он прямо конкретный, Сашка. Нифига себе. Такой большой, такой конкретный. Ну, мы решили такой более-менее нормальный купить, и в итоге потом в будущем, может, купим второй. Если будет хороший, то купим второй. Ну и как раз в доме тоже будем кайфовать, да? Ну, это ж сразу на будущее. Тем более мы надеемся, что следующим летом мы уже, возможно, переедем.
Ну, хочется, мы мечтаем об этом. Мы хотели бы, и вроде как по плану так все идет, что мы можем уже следующим летом там уже тусить, прям в доме. Там как раз лужайка, все файне элегантно располагает для этого. И мы вот подумали, что купим уже такой, типа, нормальный лежак. Ну, давай, короче. А, смотри, как хорошо. Это для планшета штучка. А, так это вообще круто. Для кофе, для планшета, для телефона. Топ. Э, Ну что там? Можно так. А, то есть можно еще Ну, типа тут как же кресло-качалка. О, супер. Ну-ка, ну усядьте. Сядьте, пожалуйста. Ну и первые там выражения какие? Ну, под Неудобно? мой рост может быть повыше. Повыше? Подуша. Но они сделают универсальные, среднестатистические. Так а если ты ляжешь, удобнее, ляжь. А вот прямо лечь в полный рост нельзя, только вот так? Блин, ты слишком высокий. Ну если лечь. Ну, Вот типа так в вот телефоне. так. Подожди, а куда телефон и планшет? Это Куда это подвешивается всё. рассчитано? Куда? А, блин, так это неудобно, если планшет сбоку будет. Тут как-то надо подвесить. Ну ладно, пофиг. Я думала, это было бы классно вот так. Не, Ну, как бы планшет не, должен так быть это, сперед это тобой. сбоку ставишься кружку, А, телефон, книжку. ну, ясно. Да я посижу. Коротковато для меня. Ну да, коротковато. Реально тебе надо длиннее шезлонг. Ой, как это не шезлонг называется? Ну, Кресло. шезлонг. Шезлонг это называется? Так-то неплохо, но можно. Ну вот тебе ноги Да. надо куда-то. Блин, ну у нас все время проблема. Саша длинный, ему кровать маленькая. Ноги торчат, и кресло маленькое. Вообще так, если посмотреть, механизмы вот эти всякие, очень даже прикольные. Так оно вроде достаточно и качественно выглядит, да? А сколько она стоила, Сашка? 115, 120, в таких пределах. 115-120? И есть карман еще. Мгм. А, да, покажи карман. Карман типа журнал какой-нибудь читаешь. Сумочка. Ну, тут Ну, как, короче, как куда ты удобно. всовываешь. Да. Ну, мы пока купили один на пробу. Но, видите, наверное, второй уже покупать не будем, потому что он Надо более... замало. Надо для длинных людей, конечно, все это покупать. Ну, типа, Для длинных людей надо смотреть. можно сделать. Не, вот это вот так-то прикольно. Кофечка, чай пить. Ладно, дайте я пущу. Чупсик будешь сидеть? Посмотрите, какой красавчик. Ой, какой красавчик. Ой, какой красивый еще бок. Ой, какой сладкий вообще. Ну и вот, вышли мы на балкон, Столик нужен поставили или этот потом? шезлонг. Столик? Да. А, ну столик мы сняли, ну неважно. И как оно? Ну вот Саша, конечно, я посидела, на мой рост идеально. А для Сашиного роста только вот сидеть без подушки, да? Ну и тут фиксаторы Ну. еще. Вот, допустим, хочу в таком полу. Ну, И все. И оно... можно зафиксировать, да? Вообще офигенский балкон у нас классный. Мы вон забеспечили сеткой от чупсика. И посмотрите, какой у нас офигенский вид. Я не знаю, мы когда-нибудь показывали или нет. У нас тут дети, у нас тут школа. Мы постоянно слышим, как у них тут физкультура проходит. Нам тут нравится. Я обожаю смотреть в окно. Теперь это, на балкон будем выходить и на детей смотреть, кофе пить. Смотреть, как они прогуливают физкультуру. Вот такие дела, ребят. Такой у нас обновочка. Всем субботний привет! Сегодня у нас 30 градусов жары. Мы по делам. Надо по магазинам прошвырнуться. Мы были недавно в отпуске, вот вернулись. Ничего нету. Я дома. пошел. Сашка пошел? Да. Сашка пошел, я вам все расскажу. Я получила наконец-то карту побыта. Ура! Об этом будет видео. Сколько я ждала? Ну, я ждала год. Мы рассказывали там, у нас вообще целая катавасия была с этим. Да высылали постоянно документы, постоянно мы то переехали, надо было документы с ним, потом у Саши поменялся статус, он получил об отель, тоже документы докидывали.
крути свои дела. И в итоге это все вот мы посчитали ровно год со дня, как я отправила документы, и мы почту отправляли, и с того, ровно год, короче, прошел, я получила карту, и вот уже и все. Я счастливая, спокойна. Наконец-то мы это сделали. Хотя бы вот этот уровень пройден. Что по поводу ипотеки? Мы с Дораци обсудили наши варианты. Значит, мы можем отправить в 2 банка. Хотелось бы, конечно, может и в 3, но пока у нас только 2 варианта. Один мы уже документы отправили в М-банк, второй ПКО банк, но он под большим вопросом. И получается, что у нас один банк и все. Потому что ПКО под вопросом. Хотелось бы еще, чтобы было хотя бы 2, чтобы можно было выбирать из банков. Ну, пока что, не знаю, может в Сантандер попробуем. Сашка придет, расскажет. Потому что он, честно говоря, занимается этими документами всеми. Я так примерно понимаю, знаю, что происходит. Ну, вот такие у нас дела. А сегодня едем по магазинам. Приехали на Орлен, Саша подкачивает... Короче, Саша подкачивает колес. Одно колесо чуть-чуть сдулось. Как раз мы мимо ехали, решили подкачать. Едем за черешней. Сейчас у нас черешня стоит 15 злотых. Мне кажется, это очень дешево. Едем за черешней. Потом нам еще надо в Ашан, нам надо в Алди, нам надо Бедронку. Мы заедем в галерею Луцко. Короче, куча дел. Были в Бедронке, теперь приехали в Алди. Ну, в Бедронке там много людей, там мы там взяли мясо, муку, короче, такую всякую фигню. А вот в Алди сегодня 50% скидка на все макароны, вообще на все. И написано сухие макароны, как будто бывают мокрые, не знаю. Ну, Саша говорит, бывает. Ну, в как банках такие вот азиатские, эти. они же в рассоле. Ну, не в рассоле, а ну такие да, замоченные. Угу, точно. Как и для рамена. Поэтому мы приехали. И еще там с сыром можно посмотреть, потому что у нас вечеринка намечается. Мы покупаем такие колбаски, сыры, какую-то такую закуску сделать, классную, вкусную. У нас вечеринка в честь прошедшего дня рождения Сашульки. Я хочу, чтобы Сашка показал, какое у меня красивое платье сегодня. 30 градусов тепла. Я решила одеть. Оно у меня было только для Турции, но в Турции мы уже были и вряд ли еще куда-то поедем. Поэтому я решила сегодня, да. Да. Обожаю Алди за то, что тут все время что-то такое интересное продается. Это что такое? Ice tea лавандовое. И тут бутылки сдавать, поэтому Сашка идет сдавать бутылки. А я вам пока покажу, что тут только не продается. Получается, это немецкий магазин. Он у нас тоже есть, там недалеко от дома. Стрички, лимонадики. Ну, что-то вообще на сладкое пока не тянет. Ну, зато интересно посмотреть, какое пиво. И вот, получается, в Алди вшистки макароны сухие, 50% скидка. И смотрите, какие интересные. Можно взять такие спагетти, очень классные. 13 злотых. Да, 13. И макарон, они с чили. Есть прикольно. классические со шпинатом. О, давай со шпинатом. Ну, интересно попробовать. Ну и вот, мы решили взять шпинатную и классическую. Такие интересные попробовать. Взяли еще куриное филе. 2 штуки. Кстати, в Алте никогда не пробовали куриное филе. Ну, как бы нормально. Я помню, покупал Да? фарш индюка, а филе не помню. Индюка был хороший. Ну, вот филе это база, как говорится. Без него как. Кстати, вот этот йогурт очень вкусный. Мы его как-то только не с малины, а с грейпфрутом. О, а это страубери. Блин. Ну, короче, вот такой, только с грейпфрутом. Он невероятно вкусный, сладкий. И вот этот вот джем очень классный. Я вот еще думаю, Сашка, насчет оливок, смотри, на стол. Смотри, какие прикольные. Такие оливки черные с какой-то зеленушкой. Прикольно будет, как закуски. Или и вот еще есть такие зеленые. Тоже с зеленью какой-то. Но вот черный я бы точно взяла попробовать. Кстати, еще и скидка 5 злотых. Хорошая цена. Саша увидел, что они до 22-го. Не будем гостей кормить просрочкой. А вот это вы когда-нибудь пробовали? Какая-то вода в стиках. Типа заморозить. И будет как фруктовый лед. Но это максимально неаппетитно выглядит с этими красителями. Ужас. Знаете, что я еще считаю базой
в машине, вот что обязательно должно быть. Это вот сбоку у меня всегда лежит вода. И вот именно негазованная тисовянка. Я ее называю Тихотинок. Город такой есть в Польше, Тихотинок. Я еще польский плохо знала и не могла прочитать эту тисовянку. И в голову себе вбила, что это Тихотинок. Ну и постоянно говорю: Сашка, купи мне или принеси мне Тихотинка. Но это база, чтобы вот здесь лежала бутылка воды. У Сашка тоже такая лежит. Поэтому я не знаю, вдруг, если вы такой же водохлеб, как я, очень советую такой лайфхак: сбоку положить Тихотинок. А что это такое? Это просто тень. Я думаю, что там лежит? Ну что, мы уже дома. Мы как бы там чуть-чуть поснимали, но я думаю, будет интересно. Мы очень много всего купили. Быстренько прошвырнемся по нашим покупкам. Между прочим, это важная вещь. В Росмане продается. Это новая коллекция. Это гель для душа в пенках. Аналог Ричелса. Это офигенски, она так пахнет. Была последняя штука. Еле урвала. Вообще моя любимая синяя, а это новая коллекция. Короче, я купила. Это, ребят, мы до сих пор занимаемся организацией пространства. Я не знаю, ну не пространства, а организацией удобства в нашей ванной. Чупи кайфует. Я слышу эти звуки. Это вот у нас, короче, идея повесить вот это на трубы, чтобы у нас была полка, потому что у нас нету дополнительной полки, и все, не знаю, мои шампуни, все Их падает много. постоянно. А их много, да. Чтобы были всякие банки, короче, чтобы это вот так. Ну, потому что есть такая Да. пенка, а есть обычный гель. Есть шампунь обычный, есть Да. шампунь необычный, есть еще куча всего. Ну, блин, у всех девочек так, не только у меня. Без претензий. Короче, мясо. У нас, короче, супер идея. Не короче, а просто у нас супер идея. Мы в Беларуси, там Сашина мама, она постоянно делает ветчину. Такая ветчинница, она на Wildberries купила. Такая ветчинница, такая металлическая такая штука. Ну, не знаю, мы, короче, закажем, покажем. Ну, мы ее сегодня И видели да, в Ашане. в Ашане она 80. 120 А, злотых. 120. Ну, Ну, это в набор наборе 120. с термометром и с Да. пакетами. На Allegro до 70. А это очень, ну, классно, это полезно делать. Мы и так покупаем ветчину там на бутерброды, а она говорит, что это очень вкусно. Вот она там в Беларуси делает постоянно. И это не занимает много времени, просто замариновал мясо и потом отправил либо в большую кастрюлю, чего у нас нет, либо в духовку. Мы будем в духовке. И поэтому мы купили вот такой шап, такое мяско для этого. Ну и в этом же магазине мы купили вот столько черешни. И утром еще купили черешню. Черешня сейчас 15 злотых. Очень дешево. Укропчик. Это мы будем сейчас делать битые огурцы. А насчет укропа история Расскажи. твоя же. А, То, что я... укроп, история про укроп. Вчера на работе слышу, там девушка говорит, она полька. Она говорит: ёптель-моптель, такой укроп. Я думаю, что такое укроп? Я знаю, что в Польше вот этот укроп, он называется, ну, не укропом. Он называется по-другому. Как он называется? Копер. Копер называется. И она такая говорит: укроп, укроп. Я думаю, господи, что там стало? Я говорю: что это значит укроп? Она говорит: укроп — это когда очень душно, типа очень жарко. Они еще говорят пеха. Я такая думаю, ну пеха-то я уже слышала, это уже мне постоянно говорят: пеха, пеха, жара, жара, ну типа душно очень. Ну, а укроп я еще никогда не слышала. И так меня удивило. Я говорю: знаешь, что у нас значит укроп? Но они не знали, что вот это у нас укроп, а у них это копер. Ну, короче, вот такая история, мини-история. Скотч надо. Ну и вот. Ой, Саш, кое-кто попробовал черешню. Вам видно штучки от черешни? Я вообще спокойно могу попробовать грязную черешню, ничего мне за это не будет. Ну, там, знаете, типа, Саша, например, никогда не пробует что-то грязное из магазина. Я могу оторвать виноград или черешню попробовать. И мне некуда было выкинуть эти косточки, но не выкину же я на землю тупо в магазине. Я сюда всунула. Это тоже для организации ванной, там подтумочек, короче. Целая история, это вам не интересно. Линзы. Наконец-то я проверила свое зрение. Мне оказалось немножко другие линзы мне прописали, тоже до астигматизму. Линзы еще взяли. Ну и переходим дальше к продуктам. Это сметана, ничего интересного. Это мука. Все-таки мы пока покупаем обычную муку, хоть, наверное, полезнее немножко другую брать.
Но мы так редко что-то выпекаем, что и это нормально, не? О, смотрите, прикольные макароны. Это в Алди такие макароны продаются. Вот это со шпинатом. Там еще были Чили. чили, да. И вот такие стандартные. Ну, не знаю, интересно попробовать. Была скидка на вторую упаковку. Это тоже грудка куриная, тоже для ветчины. Будем делать домашнюю ветчину. Если получится и будет вкусно, я, может, сниму рецепт, нет? Ну, просто я сама буду экспериментировать. Сначала попробуем. Сначала сама попробую. Если будет более-менее, когда я уже дойду до идеального рецепта, вам покажу. Так, это кефир, полезная штучка. Так, это у нас будет вечеринка. И мы купили... Вечеринка. Вечеринка, блин, хорошо ты придумал. То у нас будет вечеринка в честь Сашиного дня рождения. Вот это мясо в бедронке, оно офигенское. Это прошутто, но оно по вкусу чуть-чуть как хамон. Или оно так и должно быть? Ну, похоже. Суть Я вообще, одна и та же. я почти каждую неделю это покупаю, и это вкусно мы на вечеринку купили. Потом еще, посмотрите, там вообще какая-то итальянская... Но это не итальянская неделя, это постоянно там продается. Ну, типа итальянские такие продукты. Прошутто котто. Это как ветчина, варенка какая-нибудь. Да. Типа отварная, но она не отварная, тут видно, что это из кусков мяса. И вот такие 3 вида колбаски. Тоже 2 штучки взяли. Чтобы у нас на вечеринку было что пожрунькать. Потому что я не хочу готовить ничего много всего, я хочу, чтобы было, ну, как современно, типа, знаете, много всяких закусочек. Мы еще красную рыбу купили давно, мы еще купили креветки. И вот это вот, чтобы все было по чуть-чуть. И в итоге я ничего не готовила, но запахалась, запыхалась вот эти вот штучки делать. Ну, короче, захотелось в таком стиле. Посмотрите, важная вещь в семье. Ох. Вот такой тазик. Он вот так раскладывается. Я вдруг поняла, что у нас нету тазика никакого, хотя бы какого-то маленького, а это еще и складной. Это для того, чтобы я, вот знаете, вытираю там пыль, чтобы тряпку постоянно не мочить. Удобно вот в таком штучке такое делать. Ну, это база. Фрукты, это яблоки. Это мы будем делать заливной капустный пирог завтра. Очень интересное блюдо. Я уже один раз делала, но Саша сказал, забыл. Но он реально забыл, хотя мы делали. Это на вечерину. Чипсы раз. Посмотрите, какие такие, какие-то испанские. Это в Ашане, где привозные всякие продукты. Там такой есть ряд привозной, там азиатские всякие продукты, итальянские, украинские, белорусские нет, украинские, испанские, португальские. Там, короче, что-то только не найдешь. Вот такие чипсы. А вот это мексикано, мексиканские чипсы. Это еще не все. Еще вот эти с таким вкусом. И вот с трюфелем. Вообще мне показалось очень прикольно. С трюфелем, с хамонделем. С хамонделем. О, может, это Сашка расскажет про этот сыр. Саша берет вот этот сыр, так называется. Пюрка. Пюрка. Он Там типа 3% низкокалорийный. жира, куча Да. белка. Сашка его ест. Ну, я тоже его поджарунькиваю. Но он на вкусно. вкус минимально проигрывает жирным сырам. Но он не плавится, вот как обычный Плавится, сыр. но Ну, чуть плохо. по-другому. Не Плавится. как стандартный сыр. Он больше склеивается, может. Ну, может. Ну, я же говорю, не как стандартный сыр плавится. Наша любимая горчица. Вот такую мы берем. Она перемолотая. Тут получается обычная горчица и вместе с зернышками такими. Ну, просто зернышко. Это, ну, это база, щавель. Я не знаю, мы очень любим кислые супы. Щи, щавель, вот эти вот все кислые супы я готовлю, мы их едим. Рассольник. Посмотрите на вечеринку еще. Купили вот такие классные оливки. Тут очень их много разных видов. Тут лучок, оливки большие, оливки такие маленькие, греческие, такие зеленые. Что-то там нету, чеснок, лук маринованный. Но это тоже для вечеринки. Это какие-нибудь будем делать шпажки, канапешки. Я уже устала. Это кетчунес. Кетчик. Кетчуп. Меня бабушка, помню, назвала кетчик.
Ну и щавель, 2 штучки взяли. Ну и все, ребят, все. Вот такой, блин, закуп. А вот это я показала? Нет. Это тоже на вечеринку. Это я сделаю салат с креветками, вот с этим сыром, зеленушки всякой, перцев всё нафигачу, будет офигенски вкусно. Ну и все. Сколько это заняло? Как думаешь, вот по цене, чтоб сказать? М, Примерно помнишь? Это столько разных мест. Посчитать сможем? Ну, чисто линзы В 210. Ну вот если не считать Ну да, линзы. В "Экшене" 16, 150-200. в "Ашане" 89, А, нет, туда больше. "Алди" 36, 73, бедронка, "Lidl" 61. Не, чисто продукты 200 Ну, плюс. так что, ну, всё равно мы много где были. 200 ну и 200 мои линзы. Вот за 6 штучек раз в месяц. Вот так. Но это в том магазине было, просто так пришла, вступила, взяла у них. Хотя потом будем заказывать онлайн, я Ну, уверена, что посмотрим дешевле. какие-то похожие Ну, параметры. Ну, такие же параметры, да. похожие линзы. Фу, будем мы есть черешню. У нас очень жарко, но мы этим довольны. Еще сегодня, смотрите, что буду делать. Огород садить. Но это уже без вас. Я сама посажу. Потому что у меня был офигенский огород, у меня был базилик. Мы приехали с отпуска, сравняла с землей. У меня целые уже растения были. Мы приехали, хотя я их полила, нас не было там с субботы до вторника, и они сдохли. Поэтому будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Не пропадайте, как Не пропадайте, базилик. как базилик. Подписывайтесь, ставьте подобайки, если хотите. Если не хотите, не ставьте, но подпишитесь. А если не хотите, не подпишитесь. Не, ну, Думайте подписки сами, заметнее, чем решайте лайки. сами. Ну, нам будет, конечно же, приятно, если вы поставите лайк и комментарий, и даже подпишитесь. Нам будет это всегда, это нам очень приятно. Но, как я всегда говорю, думайте сами, решайте сами. И пока. До скорых встреч. Да, пока.